И еще один вопрос, связанный с форумом от Александра. Индийский премьер Моди на встрече в Давосе сказал: «Глобализация в опасности», а также рассказал о позитивных изменениях в Индии. Для меня все прозвучало как предложение ГП все-таки задуматься о центре концентрации в Индии, а не в Иране. Получаются какие-то игры с большими игроками: Китай, Индия и Россия. Правильно ли я понял? Нет, здесь все немножко по-другому. Я вот, когда дело касается Индии и взаимоотношений с Китаем, всегда на это дело указывал, что вот, например, этому Китаю дают возможность и реализуют проект «Шелкового пути». И опять же, вот смотрите, как грамотно они строят надгосударственное управление. Теперь в Китае учреждаются два суда, которые будут разбирать все дела и все конфликты, связанные с реализацией проекта «Один пояс, один путь». Один суд будет работать по сухопутной части, другой суд будет работать по морской части. То есть встает вопрос: фактически созданы суды надгосударственной юрисдикции. Вы понимаете, то есть это внешние по отношению к любому государству, участнику проекта «Шелковый путь», суд, где будут разбираться все эти конфликты. То есть устойчиво все идет. Нет, вопрос в Индии совсем другой. А в Индии, кстати, решается вопрос север-юг, коридор север-юг. Вот. То есть, чтобы Китай не до конца был полновластным. Вот представляете, у Китая с запада на восток, с востока на запад, а у Индии с юга на север. То есть, если Китай чего-нибудь поведет себя не так, эти пути можно пересечь, вот, перерубить. Вопрос заключается в другом, в уникальном положении Индии. Индия должна бы оставаться вечным раздражителем. Индия – это самое древнее фашистское государство, устойчивое государство. И вводить Индию в так называемую реальную политику, чтобы она стала центром концентрации конкретного управления, и на основе этого вот этот полигон отработки управления человечеством был порушен, никто не будет. Индия – это очень серьезный заповедник, но который, естественно, поддерживается на определенном уровне, чтобы он существовал и имел определенный вес, особенно в пику Китаю, повторю. Чтобы Китай не слишком себе позволял выходить из-под контроля надгосударственного. А Иран, он давно уже был запрограммирован на это дело. Он все-таки именно мусульманская страна. И перехватить флаг «Зеленое знамя ислама» из рук Саудовской Аравии и в руки Ирана, это, в общем-то, самый оптимальный вариант всегда рассматривался глобальщиками. Но дело в чем? Проект, когда начал реализовываться, 8-летняя война Ирана и Ирака показала, что Иран в принципе еще не в той стадии, когда он будет готов быть центром концентрации управления. Соответственно, этому нужна внешняя поддержка, постоянная внешняя поддержка реализации этих проектов. И в частности, Ирак был снесен западной коалицией для того, чтобы он попал в сферу управления Ирана. Ровно для этого. Также и с ИГИЛом. ИГИЛ должен был быть разгромлен Ираном при игре в поддавки со стороны страновой элиты США. Но разгромлен не полностью, а так, чтобы он ушел на север. Разрывать государственные связи в России, чтобы Россия раскололась на сувенирные государства, в которых был наведен порядок китайскими миротворческими войсками и реализован стратегия «Один пояс, один путь». Вот. Но Иран не справился. Потому что, да, Ирак западная коалиция снесла, а здесь страновая элита США закусила у дела, и ИГИЛ стал сражаться с Ираном не по-детски, не в поддавки,
И все, и возникла ситуация, при которой Россия смогла реализовать свою глобальную политику, еще сделав шаг к обретению суверенитета и реализации России как центра концентрации управления. Все пошагово идет. Они просчитались, мы выиграли. Ну, потому что у нас во главе страны государь.